Ошибки при замесе сдобного теста. Вы когда-нибудь задумались, почему сдобное дрожжевое тесто ведет себя непредсказуемо? Все по рецепту, мука просеяна, дрожжи свежие, сахар и масло добавлены. А в результат плотное тяжелое тесто, которое не поднимается и не дает той нежной воздушной структуры, ради которой вы старались. Причина не в рецепте. Причина в ошибках замеса, которые могут совершить даже опытные. Сдобное тесто, оно как живой организм, требует внимания к каждой детали, температуре жидкости, скорости внесения ингредиентов, развитию клейковины. И сегодня я расскажу вам все критические ошибки при замесе сдобного теста. Но и открою главный секрет, который поможет вам получить лучший результат. Он находится в конце этого видео. И именно он поможет вам улучшить внешний вид, объем и устойчивость сдобных изделий. Досмотрите это видео до конца, и замес сдобного теста перестанет быть лотереей. Ошибка номер 1. Игнорирование особенностей работы дрожжей в сдобном тесте. Первая ошибка, о которой мы поговорим, игнорирование особенностей работы дрожжей в сдобном тесте. Сдоба — это испытание для дрожжей. Сахар и жир создают нагрузку. Они вытягивают воду из клеток дрожжей и замедляют их активность. Поэтому подход, как для простого теста, здесь не сработает. Если вы берете те же порции дрожжей и замешиваете тесто так же, как для несдобного изделия, оно будет подходить медленно и неравномерно. Секрет на старте прост. Дрожжам нужно дать возможность активироваться в более мягких условиях. Для этого их можно дополнительно активировать в жидкости теплой. Температура 30-32 градуса по Цельсию. Часть сахара можно растворить отдельно, а жир вносят обязательно только после того, как клейковина образовалась полностью, либо практически полностью. Также для активации дрожжей можно использовать опару. Про этот полуфабрикат я делал отдельное видео. Многие допускают ошибку, добавляя масло или маргарин с самого начала. В результате жиры обволакивают частицы муки, белки не могут нормально впитывать воду, и клейковина развивается слабо. Тесто получается рыхлым и плохо удерживает газ. К тому же неактивированные дрожжи в среде, в которой много жира, работают очень плохо и медленно. В первую очередь нужно замесить тесто до полного или почти полного образования клейковины, а потом добавлять жир. Запомните, сдобное тесто требует внимательного старта. Сначала активация дрожжей, конечно, это в лучшем варианте, можно и без активации. А также клейковина должна образоваться практически полностью или полностью. И затем добавление жиров в несколько этапов. Можно также разделить сахар на несколько порций, но это действительно, если в вашей сдобе больше 15% сахара к массе муки. Это залог того, что будет тесто эластичным, а не тяжелым и неподвижным. Ошибка номер 2. Внесение жиров и сахара в неправильной последовательности. Сдобное тесто отличается от простого тем, что в нем много жира и сахара. Именно они делают его ароматным и мягким, но одновременно сложным для производства. И вторая критическая ошибка, которую совершают многие, неправильная последовательность внесения жиров и сахара при замесе. Когда жиры и сахар попадают в тесто слишком рано, они начинают мешать развитию клейковины. Сахар вытягивает воду на себя и тем самым разжижает тесто, а масло или маргарин обволакивают частицы муки, и белки просто не успевают нормально гидратироваться, то есть вобрать в себя воду. И вместо упругой сетки вы получаете рыхлую массу, которая не держит газ. В итоге тесто не растет, а при расстойке дает слабый и недостаточный подъем, и неправильную структуру, и неравномерную пористость. Правильная технология проста, но требует соблюдения алгоритма. Сначала создайте основу теста: жидкость, вода, молоко и яйцо, дрожжи и мука. Дайте белкам время связать воду и начать формировать клейковину. И только когда тесто уже стало эластичным, начните постепенно добавлять сахар и жир. Также сахар можно разделить на 2 порции. Часть добавить в муку, а часть вносить после практически полного образования клейковины. Это ключевой момент. Сначала строим каркас, потом его обогащаем. Этот процесс еще называется оздобкой. Если сахара много, то вносите его в несколько этапов. Сначала часть, потом еще часть, практически в конце замеса. Это поможет дрожжам легче работать. В этом случае гарантируется, что дрожжи будут работать активно, клейковина станет прочной, а готовое тесто пластичным, легким и предсказуемым в расстойке. Запомните, спешка с сахаром и жирами – это прямой путь к тяжелому осевшему тесту с неправильно развитой клейковиной.
Ошибка номер 3. Слишком быстрое и неправильное добавление жидкости. Третья ошибка при замесе сдобного теста – это неправильное внесение жидкости. Казалось бы, что может быть проще? Вылил жидкость в муку, перемешал и готово. Но именно на этом этапе закладывается качество будущего теста. Если добавить всю воду сразу, масса получится неоднородной. Внутри могут образоваться сухие комки, которые сложно будет промесить. А дрожжи оказываются в неравномерной среде. В итоге часть теста бродит активно, а часть теста спит. Обратная крайность – слишком медленное внесение воды. Пока вы тянете процесс, дрожжи в жидкой фазе начинают активно работать, еще до формирования клейковины. Газ не удерживается, тесто становится рыхлым и нестабильным. Правильная технология выглядит так. Сначала вы вносите больше половины жидкости в замесе, часто это молоко и яйцо, и замешиваете до однородной густой массы. Эта стадия позволяет клейковине начать формироваться. Затем оставшуюся жидкость вводите постепенно, оценивая консистенцию. Ваша цель – получить мягкое эластичное тесто, которое еще слегка липнет к рукам, но уже держит форму. Есть секрет. Не спешите досыпать лишнюю муку, если тесто липнет на старте. Дайте массе питать всю жидкость, и тогда мука хорошо гидратируется и, как следствие, липкость уменьшится естественным образом. Учитывайте при расчете жидкости, что в сдобном тесте достаточно много жира, который при замесе и нагреве разжижает тесто. Если вы перегрели сдобное тесто незначительно, можно на время его поместить в холодильник, для того, чтобы оно поменяло консистенцию в более вязкое состояние за счет застывания жира. Понятно, стоит помнить, что при перегреве брожение происходит более активно. И как следствие, вот этот временной промежуток нахождения в холодильнике должен быть минимальным. Запомните, сдобное тесто любит равномерность и аккуратность. Контроль темпа внесения жидкости. Это залог ровного подъема и стабильной структуры и контролируемого процесса замеса. Ошибка номер 4. Недостаточный или чрезмерный замес сдобного теста. Замес – это один из самых важных технологических процессов в работе как со сдобным тестом, так и с другими видами теста. И четвертая ошибка, которую совершает достаточно часто – неправильная продолжительность и интенсивность замеса. Недостаточный замес – это когда тесто еще рыхлое, липкое, неэластичное, а его уже пытаются отправить в дальнейший технологический процесс. Клейковина не развита, газ удерживается слабо, и даже при активных дрожжах тесто поднимается неровно, а структура будет грубой, а объем недостаточным. Противоположность – чрезмерный замес. В погоне за идеальной гладкостью многие переусердствуют. Сдобное тесто чувствительно к длительной механической нагрузке. Клейковина перетягивается, жиры начинают отделяться, а дрожжи перегреваются и теряют активность. И как следствие тесто разжижается. Такое тесто выглядит гладким, но формы устойчивости в нем не будет. Как определить правильный момент? Отщипните кусочек теста и растяните пальцами глютеновое окно. Если оно образуется в тонкую полупрозрачную пленку без разрывов, клейковина развивается достаточно. Если рвется сразу, замесите еще немного. Важен и контроль температуры. Сдобное тесто при интенсивном замесе может нагреться выше 26 градусов Цельсия, и дрожжи начнут работать слишком быстро, что приведет к нестабильной ферментации. Запомните, правильный замес – это баланс силы и времени. Недомес дает слабую структуру, перемес – уставшее тесто, и как следствие на более поздних этапах, уже когда будет очень сильно перегрето тесто, будет оно жидким. А сдобное тесто особенно чувствительно к этим ошибкам. Ошибка номер 5. Неправильная температура теста во время замеса. Пятая распространенная ошибка при замесе сдобного теста – игнорирование температуры самой массы теста. Многие следят только за тем, чтобы вода была какой-нибудь по температуре приемлемой на ощупь, но не замеряют температуру. Но на практике важно контролировать итоговую температуру теста после замеса, но и также важно контролировать температуру ингредиентов до замеса и температуру теста во время и после замеса. Сдобное тесто очень чувствительно к перегреву. В процессе замеса оно получает тепло от жидкости, механического воздействия, а также от трения. Если температура теста поднимается выше 28 градусов Цельсия, дрожжи начинают работать слишком активно, и процесс брожения становится неконтролируемым. Такое тесто может быстро увеличиться в расстойке, а затем очень быстро осесть. Время будет неконтролируемо.
результат будет непонятен. Слишком холодное тесто тоже проблема. Ниже 22-23 градусов по Цельсию дрожжи работают неактивно. Клейковина развивается медленно. Ферментная активность высокая. К тому же при такой температуре вмешивание жира в тесто невозможно, а сдобная масса долго остается плотной и тяжелой. Что же делать? Измерять температуру не только жидкости, но и муки, а в лучшем и варианте температуру воздуха и влажность в помещении. При ручном замесе делают короткие паузы, чтобы тесто было проще замешивать. При работе на тестомесе регулируют скорость, чтобы не допустить лишнего перегрева. Проверяют температуру теста в конце замеса термощупом. Жир вносим в таком полутвердом состоянии комнатной температуры. Целевая температура для сдобного теста после замеса 25-28 градусов по Цельсию. Именно в этом диапазоне дрожжи активны, но не перегружены, а клейковина разогревается равномерно. Запомните, контроль температуры теста – это ключ к стабильному результату. Игнорирование этого параметра превращает замес в лотерею. Ошибка номер 6. Неравномерное распределение ингредиентов при замесе. Шестая распространенная ошибка – неравномерное распределение ингредиентов. Многие уверены, что если тесто просто собралось в комок, значит все готово. На деле внутри могут остаться сухие комки муки, скопления сахара или жира, которые потом разрушат структуру теста. Сдобное тесто особенно чувствительно к этой ошибке. Представьте, в одном месте сосредоточена соль, она повреждает клетки дрожжей, в другом жир, который обволакивает муку и препятствует развитию клейковины. В итоге тесто поднимается неравномерно, появляются рыхлые и плотные участки, а газ распределяется хаотично. Как же избежать этой ошибки? Соль и часть сахара всегда предварительно распределяют в муке или растворяют в жидкости, чтобы они не попадали на дрожжи кусками. Жиры вводят постепенно и только после того, как тесто уже начало развивать клейковину. Тогда оно способно удерживать равномерную структуру, даже если тот жир, который вы добавляете в тесто в жидком виде, тогда оно способно удерживать равномерную структуру. Если тот жир, который вы добавляете в тесто в жидком виде, добавляйте его также в конце замеса. В процессе замеса регулярно проверяйте массу, нет ли сухих включений, нет ли непромешанного жира. Если это есть, можно дополнительно скребком помочь тестомесу. Всегда смотрите на однородность массы. Она должна быть одинакова по плотности, влажности и цвету везде. Только такое тесто даст стабильный, ровный подъем и красивую структуру. Запомните, равномерность – это основа управляемого процесса. Никакая расстойкая выпечка потом не исправит то, что вы пропустили на этапе замеса. Ошибка номер 7. Неконтролируемая гидратация теста. Седьмая ошибка при замесе. Неправильное соотношение жидкости и муки. Или неконтролируемая гидратация. Сдобное тесто особенно чувствительно к уровню влаги. Если жидкости мало, тесто получается жестким и коротким. Клейковина плохо развивается, дрожжам трудно удерживать газ и масса поднимается слабо. Если жидкости слишком много, тесто липкое, расплывается, не держит форму и дает рыхлую структуру после выпечки. Особенность сдобного теста в том, что сахар или другие подсластители, а также молочные продукты и яйца изменяют фактическую гидратацию. Сахар и мед связывают воду, делая тесто суше, чем кажется, а яйца и молоко придают дополнительную влагу. Также желток яйца выступает как эмульгатор. Поэтому ориентироваться только на рецепт недостаточно. При необходимости нужно контролировать влагу. Начинайте замес и внесите большую часть жидкости. Если тесто липнет на первых минутах, это нормально. Дайте муке впитать воду и белкам набухнуть, прежде чем добавлять лишнюю муку. Регулируйте консистенцию малыми шагами. Постепенно вносите воду и смотрите, как изменяется структура теста. Затем зафиксируйте количество жидкости в вашем тесте и делайте всегда жидкости, ориентируясь на вот эту первую проработку. Конечно, будут и изменения, но так вы будете хотя бы четко понимать, сколько жидкости вбирает конкретно ваша мука в конкретной рецептуре. Правильная гидратация дает мягкое эластичное тесто, которое чуть пружинит под пальцами и удерживает форму. Запомните, сдобное тесто любит точный баланс влаги. Он фундамент воздушной и ровной структуры
понятного и прогнозируемого объема изделий. Ошибка номер 8. Отсутствие пауз для отдыха теста в процессе ручного замеса. Сдобное тесто требует не только силы, но и ритма. Одна из недооцененных ошибок – замес без пауз, когда тесто вымешивается непрерывно, пока оно не соберется в гладкий ком. Это критично для ручного замеса. С небольшими перерывами тесто будет легче замесить. Белки муки – это основа клейковины. Нуждается в времени для гидратации. Если замесить тесто в один заход, клейковина формируется медленно и неравномерно, так как ручной замес более длителен по времени, чем механический. И в нем меньше механической нагрузки, поэтому муке впитать воду в ручном замесе будет сложнее. Профессиональный метод – это замес с паузами. Первый замес идет начальный, когда масса объединяется. Затем тесто оставляет отдохнуть на 1-2 минуты. И этот момент мука продолжает впитывать влагу. Белки набухают, клейковина сама начинает укрепляться. После паузы проводится вторая, более короткая стадия замеса для развития клейковины, и уже потом вносятся жиры и равномерно распределяются и вмешиваются. Результат такого подхода: тесто получается более эластичным, менее липким и лучше удерживает газ. Запомните, сдобное тесто любит не только силу рук, но и правильные интервалы замеса. Эта простая деталь сделает замес предсказуемым, а готовое тесто правильным. Ошибка номер 9. Игнорирование влияния яиц на структуру теста при замесе. Яйца – важный компонент сдобного теста, который не только обогащает вкус, но и влияет на текстуру и эластичность. Однако многие недооценивают их роль в замесе, что приводит к ошибкам. При внесении яиц без правильного учета их температуры и последовательности добавления тесто может стать слишком тугим, либо наоборот слишком рыхлым. Холодные яйца добавляются сразу к остальным ингредиентам, могут снизить температуру теста. Холодные яйца, которые добавляются сразу к остальным ингредиентам, снижают температуру теста, замедляют ферментацию и развитие клейковины. С другой стороны, слишком теплые яйца вносят дополнительную влагу и тепло, способствуя перегреву и ускоренному брожению. Поэтому важно замерять не только температуру жидкости, которую вы вносите, это молоко или вода, но также и температуру меланжа, то есть вот этих перебитых яиц, для того, чтобы контролировать температуру. Понятно, что когда вы, например, смешаете яйца и жидкость, у вас уже будет некая такая масса, и вы ее будете вливать постепенно в само тесто, и она может частично остаться. Это, наверное, более правильный подход, потому что если вы будете вносить яйца и потом воду постепенно, то процент яйца в вашей рецептуре может увеличиться. Поэтому лучше смешайте всю жидкость вместе и постепенно вливайте жидкость, собственно, в сухие ингредиенты. В этом случае пропорция яйца и жидкости в самом тесте будет такую, как вы изначально ее заложили. Кроме того, яйца влияют на соотношение жидкости и жира в тесте. Белок способствует образованию сетки клейковины, а желток выступает в роли эмульгатора, то есть связывает жиры с водой. Используйте яйца комнатной температуры, чтобы минимизировать перепады. Вносите яйца постепенно. И как я уже сказал ранее, вы можете перемещать их с частью жидкости или со всей жидкостью и уже носить вот эту общую массу. Контролируйте баланс жидкости, учитывая влагу из яиц при расчете общего количества воды или молока. Итог. Тесто становится однородным, эластичным и мягким, что обеспечивает отличный подъем и структуру готового продукта. Также в некоторых рецептурах может быть использовано только желток без белка. Особенно это важно для рецептур с высоким содержанием жира. Запомните, яйца не просто ингредиент, а важный регулятор структуры теста, требующий внимания при замесе. Ошибка номер 10. Неправильное введение жиров в тесто. Жиры – ключевой элемент сдобного теста, придающий ему мягкость и нежность. Однако, их неправильное внесение может стать причиной серьезных проблем с текстурой и подъемом теста. Основная ошибка – добавлять жир сразу вместе с жидкими ингредиентами или слишком рано, когда клейковина еще не успела сформироваться. В этом случае жир обволакивает частицы муки и препятствует развитию прочной сетки клейковины, которая нужна для удержания газа. С другой стороны, добавление жиров слишком поздно, когда тесто уже достаточно развито, может привести к неравномерному распределению и появлению жирных комков и нарушению структуры.
первую очередь вводите жиры после полного смешивания ингредиентов и практически полного образования или полного образования клейковины на интенсивной скорости замеса. В случае, если тесто замешивается в тестомесе, когда тесто уже начало формироваться и клейковина развиваться, жир вводят постепенно, чтобы обеспечить равномерное распределение без разрушения структуры. И для того, чтобы жир соединился с тестом быстро, он должен быть комнатной температуры. Также важно контролировать температуру жиров. Они должны быть мягкими, но не растопленными. Холодные жиры плохо соединяются, а слишком теплые могут перегреть тесто. Если в вашем тесте много жира, более 18%, можно увеличить долю желтков. То есть добавлять яйцо по норме и еще незначительное количество увеличить просто желтки, без белков. Запомните, правильное введение жиров – залог мягкости, эластичности, стабильности подъема сдобного теста. Ошибка номер 11. Использование слишком холодных и слишком теплых ингредиентов. Температура всех ингредиентов – ключевой фактор успешного замеса сдобного теста. Часто при использовании слишком холодных или слишком теплых компонентов происходит сбой в развитии клейковины, и активность дрожжей и температура теста будет подниматься слишком медленно. Если ингредиенты холодные, мука и жидкость долго не взаимодействуют должным образом, тесто замешивается тяжело, клейковина развивается медленно, дрожжи спят и замедляется ферментация. Это приводит к плотной тяжелой структуре и плохому подъему. С другой стороны, слишком теплые ингредиенты ускоряют ферментацию, но при этом дрожжи могут устать и просто перебродить, что скажется на качестве теста. Кроме того, высокая температура увеличивает риск перетягивания клейковины, делая тесто жестким и менее эластичным. Важно помнить, что температуру необходимо контролировать, особенно это относится к жидким компонентам. Профессиональные пекари всегда контролируют температуру ингредиентов: вода, молоко, яйца, жиры, стремясь к единому оптимальному показателю. Обычно это 15-20 градусов. Запомните, баланс температуры ингредиентов – фундамент для стабильного замеса и отличного результата. Конечно, помните, что многое еще зависит от условий цеха. Если в вашем цеху тепло, то ингредиенты должны быть холоднее. Ошибка номер 12. Недостаточная или избыточная механическая обработка теста. Механическая обработка – ключевой этап замеса, на котором формируется структура сдобного теста. Часто встречаются две противоположные ошибки – недостаточный замес и избыточный замес. Если тесто месить слишком мало, клейковина не развивается полноценно, структура получается рыхлой и неупругой, дрожжи не удерживают газ. И газ очень сложно удерживается в системе, и тесто плохо поднимается. Такой продукт будет плотным и неэластичным, с грубой текстурой. С другой стороны, чрезмерный замес тоже вреден. При переработке клейковина перетягивается, тесто становится тугим и жестким, а потом уже на более поздних этапах разжижается, теряется пластичность, а при выпечке будет подсыхать и крошиться. Но если оно вообще дойдет до выпечки, потому что оно просто, скорее всего, в процессе перебродит, и вы не получите стабильный нужный результат. Кроме того, избыточное трение повышает температуру теста, что также негативно сказывается на дрожжах. Поэтому замешивайте в тестомесе на двух скоростях. Сначала смешивайте ингредиенты, а потом доводите до нужной температуры и проводите оздобку, то есть добавляйте уже жир. Важно внимательно следить за состоянием теста. Оно должно стать однородным, гладким, эластичным, слегка пружинить при нажатии, но не быть слишком тугим. При ручном замесе ориентируйтесь на тактильные ощущения, а при машинном следите за временем и температурой. Запомните, правильный баланс механической обработки – залог идеальной структуры и качества сдобного теста. Ошибка номер 13. Неправильное добавление дрожжей при замесе сдобного теста. Дрожжи – главный двигатель подъема теста. Ошибки их добавления могут серьезно повлиять на качество готового продукта. Одна из частых проблем – внесение дрожжей вместе с солью или с сахаром или в слишком горячую жидкость. Соль убивает дрожжи. Горячая вода также просто убьет дрожжи, что приводит к отсутствию брожения и отсутствию подъема. Также важно правильно дозировать. Чрезмерное количество дрожжей приводит к быстрому брожению и кислому привкусу. Тесто слишком быстро поднимается и очень быстро опадает. Структура разрушается. Недостаток дрожжей – это слабый подъем и достаточно тяжелое тесто, и вам придется очень длительно ждать, пока вы достигнете нужного объема.
Можно вносить дрожжи в жидкую фазу при температуре 30 градусов, отдельно развести дрожжи, то есть дополнительно активировать. Можно дрожжи не активировать, а просто смешать с мукой отдельно. Недостаток дрожжей — это слабый подъем, плотность и тяжелость теста. Если вы используете прессованные дрожжи, предварительно их можете развести. Если используете инстантные, то тщательно распределяйте их по муке. Точно дозируйте количество дрожжей, исходя из рецептуры и условий брожения. Запомните, дрожжи — живые микроорганизмы, с которыми нужно обращаться бережно и точно. Ошибка номер 14. Несоблюдение правильного порядка введения ингредиентов при замесе. Порядок внесения ингредиентов при замесе сдобного теста играет важную роль в формировании структуры и равномерном распределении компонентов. Ошибка в последовательности приводит к плохому развитию клейковины и неоднородности теста, и как следствие недостаточному объему. Например, сразу смешивая жиры с мукой, вы создаете барьер, который мешает муке впитывать влагу, а клейковине правильно развиваться. Добавление сахара раньше времени может затормозить гидратацию и повлиять на активность дрожжей. Сначала смешиваются жидкие ингредиенты — вода, молоко, яйца. Дрожжи могут равномерно распределяться по муке или предварительно активироваться. В отдельной муке смешивается соль, сахар или часть сахара. Затем жидкая смесь постепенно вводится в муку и начинается замес. Жиры добавляют после практически полного или полного образования клейковины. Также сахар на этом этапе, дополнительный сахар, может добавляться в тесто. Такой подход гарантирует хорошее развитие клейковины, равномерное увлажнение и правильное формирование теста. Запомните, правильный порядок — фундамент успешного замеса сдобного теста. Итак, какой же главный ключ к успешному получению правильно замешанного сдобного теста? Вы уже познакомились со множеством ошибок, которые могут испортить замес сдобного теста. Но есть один секрет, который объединяет все эти нюансы и позволяет добиться идеального результата. Этот секрет — строгий контроль температуры теста на протяжении всего процесса замеса и ферментации, а также точное соблюдение времени замеса и дальнейшего технологического процесса. Особенно это касается окончательной расстойки. Сдобное тесто содержит много жиров и сахара, которые влияют на активность дрожжей и развитие клейковины. Если температура теста слишком высокая, дрожжи работают слишком быстро. Сбраживание происходит интенсивно. Тесто может перекиснуть и потерять структуру. Если температура слишком низкая, ферментация замедляется, клейковина развивается плохо, тесто получается тугим и тяжелым. Профессионалы контролируют температуру, используя простые приемы. Замеряют температуру ингредиентов, подбирают жидкость с учетом общего баланса. Регулируют скорость и продолжительность замеса, чтобы избежать перегрева. Дают тесту отдохнуть при оптимальных условиях. Важно не допускать резких перепадов температуры. Время здесь не менее важно. Слишком короткий замес не дает развиться структуре. Слишком долгий может серьезно разжижить тесто и перегреть его. Отдых в процессе замеса помогает муке впитать влагу и улучшает текстуру. Это важно для ручного замеса. Итого, идеальное сдобное тесто — это гармония температуры, времени и техники замеса. Запомните, главный секрет не усилия, а контроль. Удерживая баланс, вы сможете создать тесто с идеальной структурой, ароматом и подъемом. И бонус — влияние яичного белка на структуру сдобного теста. Яичный белок играет важную роль в формировании структуры сдобного теста, хотя его влияние часто недооценивают. Белок яиц содержит альбумин, вещество, способствующее образованию прочной, но эластичной сетки внутри теста. При замесе белок помогает улучшить газоудерживающую способность теста, делая его более упругим и способным удерживать большее количество и больше углекислого газа, выделяемого дрожжами. Это обеспечивает равномерный подъем и пористую воздушную структуру готового изделия и даже обеспечивает больший объем. Кроме того, белок способствует улучшению текстуры и предотвращает чрезмерную крошливость, делая тесто более нежным и эластичным. Однако избыток белка может сделать тесто более тугим и сухим, поэтому важно соблюдать баланс. Для оптимального результата яйца добавляют комнатной температуры, чтобы белок правильно распределился и потом сформировал нужную структуру теста. Важно помнить, чтобы проще добавить яйцо и белок в тесто, можно предварительно его пробить блендером. Тогда структура будет больше похожа на воду, и как следствие вам будет легче дозировать яйцо в рецептуру. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите и другие видео на моем канале.